Всем приветик и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотел показать, как я делаю мой зеленый суп или зеленый щи. Суп с щавеля. Пока лето и есть возможность кушать зелень с огорода, то почему бы и нет. Итак, кастрюля готова. 2 кусочка курицы. Щавель. Лук. 2 яйца. И картошку с морковкой. Лук, соль и перец. Итак, в первую очередь я поставлю курицу вариться. Так что мы сейчас таким образом. Пока курица варится, мы начнем резать наши овощи, лук и все, что надо. В первую очередь лук. Не очень мелко, не очень крупно. Так, лук мы положим в маленькую чашечку. Нет смысла добавлять лук сейчас с курицей, потому что я хотел бы снять корочку, пенку, которая образуется в супе, то есть вся белковая грязь сойдет с курицы. И я этот бульон не буду выливать, потому что это практически соки с бульона. Теперь я нарежу щавель. И тоже оставлю в мисочке. Теперь я нарежу картошку. Здесь 2 мелкие и 3 средние картошки. Курица у нас потихоньку закипает, я смотрю, так что сейчас я пенку сниму и туда положу лук и морковку. Итак, пора снимать пенку. Здесь немножко, но все равно. Сейчас мы все это снимем. Пенку я снял, теперь я добавлю лук и морковку, и немножко соли и перца. 5 маленьких горошек перца тоже. И теперь ждем, пока это немножко поварится. Пока наш суп готовится, все мы уже нарезали. У нас есть время, и мы можем сделать десерт. Сладкое блюдо или третье блюдо. Сейчас я вам скажу, что это за блюдо будет. На третье или на сладкое я сделаю булочный пудинг. Это очень популярно здесь, в Англии, это сладкое блюдо, а также в Прибалтике тоже. Здесь я беру белый хлеб для этого. Можете пользоваться батоном, белым батоном. Итак, я сейчас вам покажу, как это все делается.
В первую очередь я намазываю маслом. Концы горбушки хлеба я не пользую, это я отдам собаке. И формочку дном вниз, маслом вниз. Формочку я уже приготовил, еще поставил бумагу, чтобы не пригорало. Вот так я сделал первый слой. Теперь на этот первый слой я немножко сахара посыплю. И немножко изюма посыплю. Теперь мы делаем следующий слой. Достану и включу я духовку на 180 градусов. Итак, это уже второй слой, тоже изюма, сахара туда. И еще один слой мы сделаем, последний. Таким образом чисто англичане делают, потому что оттуда, где я родился и жил, там делают по-другому. Там хлеб или батон нарезают кубиками, а здесь слоями. Это последний слой. И мы посыпем только сахаром немножко. Сахаром. И корицей. Это нам не надо. Теперь я беру маленькую миску и добавляю 2 яйца. 2 яйца. Я добавил 2 яйца. Теперь ванилин. Немножко, наверное, пол чайной ложки или даже чуть-чуть меньше. Добавлю, наверное, 3 столовые ложки сахара. Это я на глаз. Если хотите, чтобы не очень сладко, это поменьше сахара. Это... Теперь нальем 2 стакана молока. Перед тем, как я начну взбивать, я посмотрю, как у меня суп варится. Очень хорошо. Теперь то, что содержимое в этой миске, примерно 2 стакана молока, 2 яйца, 3 столовые ложки сахара и ванилин. Все это мы взбиваем. Итак, все это мы взбили теперь. Сейчас мы подождем, как наша духовка будет нагретая. Я заливаю это на слои хлеба или булки. Итак, наша духовка прогрелась до 180 градусов. Теперь мы заливаем с миски все на этот хлеб. Аккуратненько. Чтобы все промокло хлебом хорошо. Чтобы хлеб с этим смесью подружились. Итак, все это идет в духовку на полчаса примерно. Но вы должны смотреть по своей духовке, как она выпекается, потому что все будут духовки разные, с разной мощностью тоже. Итак, суп у нас кипит. Я думаю, что сейчас теперь пора картошку добавить.
И пока это все кипит, я накрою стол к ужину. И мы должны взбить 2 яйца. Так, яйца взбились. Теперь немножко мы порежем укропчику. Так, укропчик мы порезали. И теперь в этот суп нам пора добавить щавель. Щавель. Сейчас я это перемешаю. Щавель варится очень быстро. И теперь мы добавим взбитые яйца. Раньше я добавлял сразу наливал взбитые яйца в суп. А теперь кто-то мне порекомендовал, что я должен мешать таким образом и очень медленно заливать яйца. Еще немножечко помешаем. Теперь оставим немножко вариться. Итак, теперь на пробу попробуем, что у нас получилось. Сейчас на соль попробуем, на перец, на все. Итак, суп наш почти что сварился. Сейчас я выключаю газ и добавляю сверху укроп. И пускай настаивается. Посмотрите, какая прелесть у нас получилась. Так, этот суп я подаю вместе со сметанкой. Я надеюсь, что вам очень это понравится тоже. Я какую-то идею вам дал. Или вы можете немножко по-другому сделать этот рецепт. Ну, попробуйте. Теперь мне осталось ждать наше сладкое блюдо, десерт или третье блюдо. Еще так, посмотрите, так оно должно подняться. Если любите немножко румянее, то можете еще немножко подержать в духовке. А так это достаточно. Она должна остыть немножко, и тогда вы нарезаете как пирог, и это раскладываете на тарелки. Подается она с молоком, со сливками, с молочным киселем, да, как желаете, или просто будете есть как пирог. Я надеюсь, что мое видео вам очень понравилось. Поставьте лайк, подпишитесь, пожалуйста. Это совсем новый канал. Вы мне поддержите, если вы подпишетесь. И в то же время я вам сейчас покажу быстро, как я накрыл стол. Итак, стол мой накрытый, 4 человека. Ужинать мы будем где-то минут через 15. Младший сын уже дома. Моя половина уже дома тоже. Старший уже позвонил, то он едет домой. Так что, как все соберутся, мы будем кушать. Сегодня я им подам суп или зеленые щи и сладко-молочный, на сладкое подам я им хлебный пудинг или пудинг с батоном. На этой ноте я хочу вам пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите своих близких и до новых встреч. Пока.